Друзья, доброго всем времени суток! Я приветствую вас на своем канале «Энергия Таро», где сегодня мы будем подводить итоги уходящего 25 года. Многие мои подписчики, знакомые, и я в частности, ощутили на себе, что уходящий 25 год был одним из самых непростых за последние 5 лет. Не знаю, заметили ли вы, но лично я отметила огромное информационное давление, оказанное на людей. Нас буквально психологически атаковали и заставляли верить в новости негативного характера. В этом видео мы с вами подведем итоги уходящего 25 года и разберем самые громкие события и тревожные новости, начиная с устранения последствий экологической катастрофы на Черном море и заканчивая нашумевшим делом Ларисы Долиной, где владение людьми собственной недвижимостью ставится под большой вопрос. А также мы сделаем небольшой прогноз, чего ожидать в наступающем 2026 году. Меня зовут Сабина, я таролог и рунолог с опытом работы более 12 лет, детский психотерапевт. С помощью карт Таро помогаю вам разобраться в запутанных ситуациях в вашей жизни. Чтобы заказать у меня личный расклад или обряд, вы можете написать мне в личку, которая указана под любым видео в комментариях. Вы также часто спрашиваете меня, как освоить карты Таро и сделать их своими помощниками и мощным инструментом в работе с клиентами. Благо сейчас это стало доступно для понимания благодаря тем урокам, которые я для вас подготовила. Ни для кого не секрет, что карты Таро в современном мире стали надежным инструментом и помощником для решения жизненных вопросов, определения будущих событий и возможности хорошо заработать и стать профессиональным и успешным тарологом. Очень важно при этом определиться с обучающей программой, курсом, который вы будете проходить. Эксперт, обучающий вас, должен сам практиковать Таро, его курс должен быть глубоким и интересным, и при этом важна обратная связь от мастера. Мой курс по классической колоде Райдера-Уэйта – то, что необходимо как новичку в Таро, так и уже опытному тарологу, желающему освоить новые аспекты в работе с колодой. На моем курсе неограниченный доступ к видеоурокам, которые вы можете изучать, совмещать со своей основной деятельностью. Уроки выходят раз в неделю, что позволяет вам освоить и переварить материал за это время. Вы всегда сможете получить от меня обратную связь и помощь в практике и работе со своими клиентами на раскладах. Мои ученики уже берут первые расклады и умело разговаривают с картами, так как на уроках мы изучаем не просто теорию и практику, а учимся взаимодействовать с каждым арканом. Сам курс находится в закрытом телеграм-канале, и попасть туда вы можете, просканировав QR-код на экране и написав мне в личку. Также мои контакты есть под видео в описании. Положительные отзывы о моем курсе вы можете увидеть у себя на экране. Они красноречивее любых слов. Если вы хотите получать глубокие знания по Таро, практиковать Таро для себя и своих клиентов и прекрасно понимать все, что вам говорят карты, то мой курс именно для вас. Оставляйте заявку сейчас, и вас ожидает подарок. Курс «Безумной луны» Патрика Валенса бесплатно. 2025 год был полон на события. В конце 2024 года произошла трагедия на Черном море – разлив мазута, который тут же в 2025 году начали устранять. Людей пугали последствиями для экосистемы и для их здоровья. Были опасения относительно испарений и прямого контакта с нефтепродуктами. Мои подписчики интересуются, в каком состоянии сейчас находится Черное море и безопасно ли его посещать. Также в 2025 году в связи с участившейся атакой беспилотников на российские города в России начали фиксироваться массовые отключения интернета. Как итог, к концу 2025 года под предлогом о заботе о нашей безопасности у нас уже полностью заблокировали WhatsApp и популярный видеохостинг YouTube. Под ударом Telegram и доходят тревожные новости о том, что отключат Россию от мирового интернета. Обсуждаемой темой, волнующей население, также стало активное применение 115-го федерального закона о противодействии отмывания доходов, полученных незаконным путем, что фактически вылилось в законное удержание вкладов у россиян. И теперь без документа, подтверждающего законность средств, находящихся в банке, человеку будет непросто их оттуда вытащить. К концу года все начали обсуждать громкое дело Ларисы Долиной и ее недвижимости, где уже сейчас тут и там появляется информация о причастности самой Долиной к этой схеме, результатом чего послужила отмена певицы на всевозможных мероприятиях, фильмах и сетевых кафе и ресторанах. Как итог, данная история вылилась в настоящую панику и страх для людей приобретать собственную недвижимость и продавать ее. Помимо этих вопросов, сегодня мы разберем такие темы, как заключение мирного договора России с Украиной, отмена санкций и возврат иностранных партнеров обратно в Россию, космический объект, которым нас все пугают, 3i Atlas, немного затронем политику и громкие новости о пропаже людей в конце 2025 года. Это семья Усольцевых и Ирина Киселева. Ну и, конечно, стоит понимать, чего ждать от 2026 года и будет ли он хуже или лучше уходящего 2025.
Друзья мои, сегодня с нами раскрытое Таро. Здравствуйте, карты. И как страна начинается с президента, как думают многие люди, также и наш расклад начнется с вопроса о нем, точнее о них. Путин и Трамп на сегодняшний день самые обсуждаемые первые лица государства. И мы начнем сегодня с Путина. 7 мая 2024 года состоялась 5-я инаугурация Владимира Путина. В одном из своих раскладов мы с вами увидели, что Владимир Путин не досидит весь свой отведенный ему срок, а это 6 лет до 7 мая 2030 года. Я также увидела, что с ним может произойти трагическое событие, и ему может угрожать опасность. Давайте узнаем. Владимир Путин, избранный 7 мая 2024 года, пробудет ли на посту президента весь свой срок до 7 мая 2030 года? Да или нет? Карта девятка пентаклей. Девятка пентаклей – это стабильность. Это когда есть стабильность, есть комфорт, когда не нужно никуда торопиться, когда наступает полное затишье в каком-то смысле. Девятка пентаклей может говорить о том, что да, действительно, он досидит весь свой срок. Но давайте вытянем еще одну карту. Потому что одна карта никогда не отвечает на такие вопросы достоверно. Вот десятка кубков может говорить о том, что все хорошо в его душе. Вот ему кажется, что все хорошо, но вокруг уже начинается разруха, вокруг уже начинается хаос, вокруг начинаются какие-то заговоры против президента. Интересно, что девятка пентаклей – это стабильная карта, а десятка кубков – это переход во что-то новое, после чего начинаются карты двора. Десятка – это последняя карта в младших арканах. И как раз-таки десятка кубков говорит о том, что будет некий накал эмоций, некий накал страстей, и о том, что президента вполне возможно могут убрать. Давайте еще одну карту вытянем, она сама у нас падает уже. Ну вот, девятка мечей. Девятка мечей говорит о надуманных страхах, о выдуманной тревоге, о последствиях после этих надуманных страхов. Итак, досидит ли Владимир Путин до конца своего срока на посту президента Российской Федерации до 7 мая 2030 года? Четверка мечей – отрицательная карта. Четверка мечей говорит о том, что нужно будет готовиться к бою. Четверка мечей – это вынужденный отдых перед боем. Это отрицательная карта, но она говорит, что какое-то время Путин сможет выдохнуть. И когда будет казаться, что его могут заменить, тогда будет какой-то отложенный период, отложенный момент, когда его заменят каким-то другим человеком. И это случится резко. Владимир Путин сам уйдет с поста президента. Давайте таким образом зададим вопрос. Королева мечей. Какая-то женщина повлияет на его судьбу. Либо какой-то женщиной захотят заменить его. Владимира Путина ликвидируют. Человек защищается. Или же Владимира Путина просто сместят с поста президента. Будет какой-то заговор. Вот знаете, были дворцовые заговоры, а это будет какой-то заговор в Кремле. Паш мечей. Очень много разговоров о том, что нужно менять президента Российской Федерации на свежую кровь, как говорится. Паш мечей – это заговоры, которые вполне возможно узнают, подслушают, но это все, естественно, заранее спланировано, все нам преподнесут как некую ошеломляющую новость, но на самом деле там наверху все заранее спланировано. И вот девятка мечей – это выдуманные или надуманные страхи, и, скорее всего, надуманные страхи людей, потому что люди не знают, что будет, когда поставят нового президента. Там наверху уже понятно, что всем известно и все знают. Четверка мечей – это вынужденный отдых перед боем. Это когда вокруг тебя хаос, но ты должен успокоиться и смириться с тем, что происходит сейчас. Паш мечей – это некий заговор. Девятка жезлов, человеку придется отбиваться. Королева мечей – это новый президент, скажите мне. Да, вполне возможно, что ставки будут на какую-то женщину, которая может стать следующим президентом Российской Федерации. Королева мечей – это женщина холодная, рассудительная, расчетливая, либо же воздушного знака зодиака. И королева мечей еще говорит о том, что был план давно поставить эту женщину. Или есть такой план, недавно появился. В своем раскладе на закрытом канале я говорила о том, что Патрушев-младший может заменить президента Российской Федерации. Действительно ли это так? Действительно ли в гонке, в выборах президента будет участвовать Патрушев-младший? Да, четверка жезлов, всего 4 кандидата будет. И одна из них королева мечей, один из них Патрушев-младший. А кто все-таки станет президентом Российской Федерации после Владимира Путина? Туз жезлов говорит тот, кто покажет себя. Тот, кто покажет себя перед выборами или во время выборов. Потому что сейчас они ставят либо на женщину, либо на Патрушева. Скорее всего, мужчина победит. Рыцарь мечей – это молодой, волевой, мужчина очень характерный, тоже воздушного знака зодиака, вполне возможно, но не обязательно. Рыцарь мечей – это человек, который покажет себя. Вот тот, кто покажет себя, тот выйдет победителем в этой гонке. И, скорее всего, практически точно Владимир Путин не досидит до конца своего срока. Следующий у нас Дональд Трамп. Инаугурация президента Трампа прошла в январе 2025 года. Многие мои расклады также говорили о ликвидации данного президента, либо же о смещении его с поста президента. Известный всем мультсериал «Симпсоны», через который людям декларируют громкие события, показал ликвидацию Трампа.
Также на Трампа было совершено покушение, которое было обозначено ранее на обложке журнала The Economist за 2024 год, где ухо Трампа обозначено вопросом. Напоминаю, что именно ухо при покушении на Трампа пострадало. И такой же логичный вопрос. Пробудет ли Дональд Трамп на посту президента США до 20 января 2029 года? Именно тогда заканчивается второй срок его правления. Пробудет ли Трамп до конца своего срока на посту президента? Четверка мечей может говорить отрицательно, а также четверка мечей может говорить о том, что да, пробудет, то есть будет сидеть на месте. Но давайте вытянем еще одну карту. Итак, пробудет ли Дональд Трамп на посту президента США до конца своего срока, до 20 января 2029 года? Он уйдет. Восьмерка кубков. Вот здесь четверка мечей – это отрицательный аркан, который отвечает на вопрос «нет, не будет». И восьмерка кубков – это уход человека. Уход человека, он самостоятельно захочет уйти с поста президента. Его сместят, Трампа сместят, или же его ликвидируют. Есть какой-то мужчина, молодой человек, который очень медленно и верно идет к своей цели. Это рыцарь Пентаклей, он же король мечей. Это один и тот же человек, просто он очень медленно и верно идет к своей цели. Он холодный, расчетливый, рассудительный, он думает только о земных материальных вещах. И вот он скоро дойдет до поста президента Соединенных Штатов Америки. Карта Колесница говорит о том, что Трамп сам скажет «я устал, я ухожу» и так далее. Но тем не менее по Колеснице его сместят. Не могу сказать точно и уверенно, так как будущее многовариативно, друзья мои, будет ли на него покушение, но пока я здесь его не вижу. Однако темные, то бишь элита, могут запланировать совершенно другой план, прошу прощения за тавтологию, для того, чтобы убрать Трампа, потому что Трамп единственный президент, который сейчас на данный момент непредсказуем. Поэтому здесь уход, да, будет, его заменят мужчиной. А будет ли этот мужчина Джей Ди Венс, это вице-президент сейчас Дональда Трампа? Будет ли следующим президентом Соединенных Штатов Джей Ди Венс, вице-президент Дональда Трампа? Будет какая-то борьба между опять-таки. И вот семерка мечей говорит о некой подлости, о том, что должен быть после Трампа, должен идти Джей Ди Венс, то есть его вице-президент, но тем не менее будет кто-то другой. Семерка мечей здесь некий обман, и десятка мечей – это предательство. Девятка жезлов придется защищаться вице-президенту, то есть вице-президент будет с кем-то в борьбе, предвыборная гонка это называется. Хорошо, Камала Харрис будет ли следующим президентом Соединенных Штатов Америки? Королева мечей выходит, сама Камала Харрис, да. Будет ли она следующим президентом Соединенных Штатов Америки? Вполне возможно, что именно Камалу Харрис могут поставить следующим президентом США после Дональда Трампа. Ну, может не Камалу Харрис, может какую-то другую женщину, да, но я вижу именно ее. И вот король кубков – это Дональд Трамп, который натворил делов. И королева мечей должна расхлебывать, разгребать то, что натворил Дональд Трамп по смерти. И здесь, скорее всего, поставят женщину. 15 декабря 2024 года произошла экологическая катастрофа. Разлив мазута в Керченском проливе из-за разлома корпусов российских танкеров. В 2025 году с начала года началось активное устранение последствий данной катастрофы. Многие люди беспокоятся о том, как данная экологическая катастрофа скажется на их здоровье, так как некоторые мои подписчики живут неподалеку от этой территории. А многих беспокоит судьба курортов Черного моря. Можно ли вообще отдыхать на Черном море? Давайте узнаем сегодня. Что сейчас происходит с флорой и фауной и водой Черного моря? И можно ли вообще сейчас отдыхать на Черном море? Сейчас нежелательно. Рыцарь Пентаклей – карта медленная. Рыцарь Пентаклей – самый медленный рыцарь в колоде. И говорит о том, что нужно подождать. Пентакли и пятерка Пентаклей, и рыцарь Пентаклей говорит о подрыве здоровья, если сейчас зайти в воду Черного моря. Шестерка мечей сейчас устраняют проблему, действительно устраняют, действительно этим занимаются. Последствия катастрофы как раз-таки на Керченском проливе. И сейчас флора и фауна и вода чувствуют себя не очень хорошо. Шестерка мечей, мечевая карта. Рыцарь Пентаклей, пятерка Пентаклей говорит о том, что как минимум 2 года нужно для того, чтобы полностью устранить все последствия катастрофы. Но полностью даже не устранят они. То есть через 2 года можно хотя бы в море зайти, друзья мои. Хорошо, давайте все-таки уточним, как скоро людям можно будет посещать курорты Черного моря без вреда для своего здоровья. Интересно, что нам говорят, что нас будут обманывать. Приходите, все нормально,
все устранили, все хорошо, для вашего здоровья все будет замечательно. Семерка мечей, карта обмана, то есть очень быстро. А рыцарь мечей, они как-то очень быстро поймут, что очень много теряют без туристов. И семерка мечей и рыцарь мечей говорит о том, что будут говорить людям о том, что все нормально, все спокойно, все стабильно, и в Черное море можно заходить. Шестерка жезлов как минимум полгода. Но здесь как минимум 2 года, друзья мои, да, и поэтому этой информации не стоит доверять. То есть как минимум 2 года нам будут говорить уже через полгода, все, можно посещать курорты, заходите в море для вашей безопасности, для вашего здоровья. Но это небезопасно для вашего здоровья, потому что здесь потеря здоровья, сил, энергии вплоть до онкологических заболеваний. Следующий вопрос. А действительно ли сейчас идут активные работы по ликвидации катастрофы в Керченском проливе? Да, какие-то работы идут, я вижу. Но активные работы действительно ли сейчас идут по ликвидации катастрофы в Керченском проливе? Да или нет? Да, идут какие-то работы, действительно. Просто они будут говорить людям, скажут, что все, можно уже посещать наши курорты. Все, пожалуйста. Но, друзья мои, не ведитесь на это. Через полгода где-то вас уже будут звать на Черные моря, но, тем не менее, это для вашего здоровья очень-очень плохо, потому что это разлив мазута, это нефтепродукт, это для здоровья, еще раз повторюсь, вплоть до онкологических заболеваний. Работы, да, действительно идут. Да, работы идут. Но нужно очень много времени для того, чтобы устранить последствия. После катастрофы на Черном море, кстати, начали активно продвигать курорты Северной Кореи, как это ни странно. Действительно ли отдыхать теперь едут в Северную Корею за неимением Черного моря? Вот распиарили таким образом Северную Корею. Действительно ли сейчас отдыхать россияне едут на курорты Северной Кореи? Как нам расписывают в новостях, действительно ли это так? Ну, тут знаете как? Сейчас я вам скажу. Еще одну карту хотя бы, да? Тут хотят все видоизменить. Тут я имею в виду в Северной Корее. Для того, чтобы людям было комфортно там отдыхать. И для того, чтобы людей туда заманить. Соответственно, это такая реклама Северной Кореи. Потому что наши с Северной Кореей, соответственно, вась-вась дружат. И вот тут по смерти и по миру, тут будет что-то совершенно новое. Трансформация для людей. Людям очень понравится. Или людям очень должно понравиться. Если вы не едете на Черное море, ну тогда уж в Северную Корею вы точно приедете, потому что там будет комфортно, здорово и прекрасно. И вот здесь вот пока нет, но планируется Северную Корею раскрутить как место скопления туристов. Система телескопов «Атлас» обнаружила межзвездный объект с кометными свойствами, который 29 октября 2025 года сблизился с Солнцем. Однако впервые объект был обнаружен в ходе обзора неба 1 июля 2025 года. Что это за объект такой и почему нас пугают нашествием инопланетян? Это комета, космический корабль с пришельцами или этот объект создан голограммой? Давайте узнаем. Объект 3I Atlas, обнаруженный в небе 1 июля 2025 года. Действительно ли существует? Это реальный объект? Нет. Повешенный. Повешенный — отрицательная карта. Повешенный — то, что создано, то, чему могут поверить люди. Хорошо, это голограмма. 3I Atlas. Это голограмма. Его хотят трансформировать в голограмму. То есть пока этот объект просто на слуху, это просто слухи, это просто новости, это просто слова. Но карта смерть говорит о том, что хотят трансформировать эту новость во что-то, что родится, то есть в голограмму. Понимаете? Да, все правильно. То есть пока это просто слухи, ваш мечей. Просто слухи, просто новости, просто сплетни, просто говорят. Мы пока это не можем увидеть. Но, естественно, есть какой-то фотошоп, и будет голограмма, чтобы люди это увидели воочию. Чтобы люди поверили, что это на самом деле есть. Имеет ли какое-то отношение к 3I Atlas Илон Маск? Имеет ли какое-то отношение к 3I Atlas Илон Маск? Поворачиваются карты. Да, абсолютно точно. Карта Дьявол, привязка, туз мечей и карта Дьявол. Привязка. Привязка к определенному человеку. То есть определенный человек что-то создал или определенный человек пустил слух. И двойка жезлов, как минимум 2 человека в этом задействовано. Двойка жезлов еще говорит о невозможности выйти из зоны собственного комфорта или невозможности что-то сделать прямо сейчас. То есть прямо сейчас как такового объекта не существует, но они хотят создать его с помощью голограммы, друзья мои. С осени 2024 года по сети прошли тревожные слухи о том, что вклады россиян будут заморожены. Однако произошло нечто другое. Придумали и ввели новый 115-й федеральный закон о противодействии отмывания доходов законным путем. Иными словами, вкладчики, когда несли деньги в банк, не должны были показывать банку документы, аргументирующие их появление у вкладчика. Но вот чтобы забрать свои деньги из банка, документ такой показать нужно. И многие просто остаются без своих средств. Банк даже поднял ставку на вклады до 22% годовых, чтобы деньги несли охотнее. Вопрос. Является ли ввод 115-го федерального закона целенаправленной операцией по изъятию денег у населения? Является ли ввод 115-го федерального закона целенаправленной операцией
по изъятию денег у населения. Ну, естественно, восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей – это что-то разработано, разработчики, разработан какой-то план, разработана какая-то идея, есть определенная цель. И они к этой цели идут. Здесь машиностроение в данном случае, но мы говорим сейчас о банках. Да, это положительный аркан. А какая конечная цель у всего этого? Какая конечная цель у этого 115-го федерального закона? Люди подчиняются. Люди слушаются, толпа слушается, толпа подчиняется, толпа внемлет, толпа учится вести себя аккуратно и разумно с королем, ну то есть с властимущими людьми. Обозначает ли это то, что у россиян не будет наличных денег, не будет своих собственных денег, и они не смогут своими деньгами распоряжаться? Ведут ли они к этому? Ну они, конечно, к этому идут, но у них это не получится. Не получится, я правильно понимаю? Не получится. Десятка мечей. Да, действительно, в экономике страны, в банковской системе будет что-то новое по десятке мечей, но изъять полностью у граждан деньги, наличные я имею в виду, не получится. Они хотят, чтобы люди слушались, они хотят, чтобы люди не сопротивлялись, они хотят, чтобы люди учились на своих ошибках. Почему-то говорит, да, мне старший аркан Иерофант. Но, тем не менее, десятка мечей, да, это переход во что-то новое, но по пятерке пентаклей у них ничего не получится. Да будет так. Цифровой рубль. С 1 сентября 2026 года активно планируется внедрить цифровой рубль. Получится ли его внедрить? С 1 сентября 2026 года активно планируется внедрять цифровой рубль. Получится ли его внедрить? Снова переход во что-то новое, вот как раз, наверное, к цифре. Получится ли внедрить цифровой рубль? Ну, все это уже спланировано, срежиссировано давно. Есть кто-то, кто этим управляет, естественно. Получится ли внедрить цифровой рубль с 1 сентября 2026 года? Да, получится, друзья мои. Шестерка кубков здесь еще говорит о том, что вот что-то придет, что было раньше с деньгами. Что-то, что было раньше. Десятка мечей, переход во что-то новое, но тем не менее будет еще что-то, как было раньше. Королева жезлов, король жезлов здесь показаны управленцы, которые всем этим заведуют и управляют. Король кубков показывает ситуацию, которая у них не получится. Вот что-то у них не получится. Не получится как раз-таки вот с вкладами, вот с этими, о которых я говорила сейчас. Король кубков – это ситуация, которая у них не случается, не получается. И 21-й старший аркан Мир – это последний аркан на новом витке, который говорит о переходе в карту Шут, нулевого старшего аркана или 22-го по Кабале. И 21-й старший аркан Мир говорит о том, что возврат к чему-то прошлому, возврат к истокам и обновление полностью денег в стране. Переход к цифре возможен ли с 1 сентября 2026 года? Да, возможен. По крайней мере, они начнут этот переход, но тем не менее у них много чего не получится, и будет какой-то возврат в прошлое. Вот какой возврат в прошлое? Напишите мне в комментариях, что вы помните, что было с деньгами в прошлом. Доллар. Весной доллар был больше 110 рублей. На момент записи расклада 80 рублей. Говорят, что он снизится до 60 рублей до мирных переговоров с Украиной. Так ли это? Действительно ли доллар снизится до 60 рублей до мирных переговоров с Украиной? Действительно ли это так? Мне карты почему-то здесь показывают, что после мирных переговоров, потому что королева кубков – это мирная женщина, да, это мир, это согласие. После мирных переговоров он почему-то вырастет. То есть трансформируется, он вырастет, он станет выше, мне показывают так. Ну а будет ли он 60-65 рублей за доллар до мирных переговоров? Мирные переговоры показывают, отлично. До мирных переговоров будет доллар 60 рублей. Снизится ли он до этой планки? Вот знаете, как-то нет. Мне прямо 60 рублей не показывают. Мне показывают, что его будут крутить-вертеть как-то. Крутить-вертеть, он постоянно будет меняться, он будет нестабильный. Вот мне что здесь показывает. Потому что здесь отшельник – это медленный рост или медленный спад доллара. И он будет как-то нестабилен, кукловод. Им будут постоянно управлять до мирных переговоров, двойка кубков, с Украиной. Но после мирных переговоров, после того, что сделают люди, рыцарь кубков, королева кубков – это мирные люди. Это мирные переговоры. Он поднимется, он вырастет, наоборот. Давайте узнаем, сильно ли вырастет доллар после мирных переговоров России с Украиной. Да, сильно вырастет. Сильно вырастет 21-й старший аркан Мир. И 21-й старший аркан Мир еще говорит о том, что вырастет и сразу перейдет во что-то новое. Вполне возможно, что доллара даже не будет для России. Давайте узнаем, будет ли доллар ходовой валютой в России в 26-27 годах. Есть такой момент. Друзья мои, восьмерка жезлов, девятка кубков. Восьмерка жезлов – это быстрый рост. Как я уже сказала, 21-й старший аркан Мир, восьмерка жезлов – быстрый рост доллара. И доллар перейдет во что-то другое. Либо доллара вообще не будет. То есть он скакнет, и что-то с ним случится. Такое ощущение, как бум, повысился он, и тут же резко что-то застопорилось. Девятка кубков. И девятка кубков здесь
Хозяева приглашают вас в свой дом, и вы видите добродушные лица, добродушных хозяев, а сзади на заднем фоне происходит какая-то оргия. Посмотрите внимательно на карту. И вот те, кто купит доллар в России, очень сильно опростоволосятся, если у вас нет счетов в зарубежных банках. Поэтому будьте аккуратнее с долларом. Потому что 26-е и 27-е года – это показательные года, когда для нас доллар перестанет быть ходовой валютой. Вообще. И что-то случится с долларом. Он перейдет во что-то новое, или его вообще не станет. Ну да, он повысится, он вырастет. И будет одно время очень высокий, завышенный. Люди начнут его стремительно покупать. Но он будет радовать только тех, у кого есть счета в зарубежных банках. Друзья. Главный раввин Днепра Шмуэль Каменецкий заявил в своем интервью о том, что он готов спорить, что мирный договор с Украиной будет подписан до 15 или 15 января 2026 года. Давайте узнаем, так ли это. Главный раввин Днепра Шмуэль Каменецкий заявил в своем интервью о том, что он готов спорить, что мирный договор России с Украиной будет подписан до 15 или 15 января 2026 года. Так ли это? Двойка пентаклей, да, планируют, но у них как-то все это раскачивается. Они не успевают по срокам, понимаете? У них вообще война давно должна была уже закончиться. Они не успевают по срокам, они там что-то постоянно делят, какие-то деньги, что-то у них постоянно сходит на нет. И поэтому двойка пентаклей, они лавируют. И вроде бы и да, и нет, понимаете? И хотят, и не могут. Давайте вот так, давайте еще одну карту вытянем. Хотят, да не могут. Планы есть. Но такое ощущение, что вот прямо сейчас, на сегодняшний день, когда я делаю расклад, не получается. Вот не получается, не сходится. Не сходятся все шестеренки. Тройка мечей, четверка кубков. Тройка мечей, четверка кубков еще может говорить о капитуляции какой-то одной из сторон. Понимаете, это не совсем заключение мирного договора, это капитуляция. И вот тройка мечей, четверка кубков как раз-таки об этом могут говорить. О том, что нечем дышать, о том, что уже нужно подписывать, но такое ощущение, что вот нет возможности прямо сейчас это сделать. Потому что тройка мечей говорит о том, что они утонули в своих собственных проблемах и в своей собственной лжи. О том, что у них, у темных, сейчас не получается в принципе идти по сценарию. Что у нас на дне колоды? Девятка пентаклей. Девятка пентаклей – это прокрастинация. Они прокрастинируют. И вроде бы да, план такой есть, и они хотят его подписать, но ощущение такое, что немножко по срокам сдвинется. Не так сильно, но чуть-чуть. Как изменится жизнь людей в России после подписания мирного договора? Давайте поговорим о том, будут ли сняты санкции вообще. Вернутся ли в Россию зарубежные компании после подписания мирного договора с Украиной? Вернутся ли зарубежные компании? Конечно, вернутся. Карта дьявола, хоть и отрицательная карта дьявола здесь говорит о привязке к России, привязанности чего-то к чему-то. То есть они связаны. Россия связана с какими-то определенными зарубежными компаниями. И никак развязаться они не могут. Ну, то есть они вернутся, да, в любом случае. Какие-то зарубежные компании уже находятся в России. Мы просто этого не видим, не замечаем, потому что названия совершенно другие. Но зарубежные компании вернутся. Вернутся ли в Россию международные переводы после подписания мирного договора с Украиной? Международные переводы. Нет, вернуться, но не сразу, повешенный. Нужно выждать какое-то определенное время, хотя бы 12 месяцев. Вернутся ли в Россию зарубежные сервисы, такие как YouTube и такие как Instagram, запрещенный в России? Тройка пентаклей. Тройка пентаклей – это работа над тем, чтобы здесь, в нашей стране, были свои сервисы. Давайте так. И здесь не о возврате назад, а здесь о том, чтобы строить свое будущее. И здесь не возврат, а здесь какие-то новые сервисы российского происхождения. И самое главное, вернут ли домой мобилизованных людей после подписания мирного договора с Украиной. Пятерка кубков говорит о том, что многие будут потеряны, затерянные люди, потерянные, потерявшиеся. Но вернут ли мобилизованных, тех, которые живы, здоровы, постараются вернуться. Еще не так просто вернуться будет, друзья мои. Да, вернуться, кто-то вернется с победой, да, ну там, значит, Россия, может быть, победит, не знаю, там как получится. Шестерка жезлов – это вернуться с победой. Пятерка кубков – это потеря очень многих бойцов. И паж жезлов, те, кто остался, мобилизованные, постараются вернуться, потому что вернуться еще будет не так просто. С мая 2025 года участились атаки беспилотников на российские города. В связи с этим, якобы с заботой о нашей безопасности, начали массово отключать интернет в российских городах. На данный момент это привело к тому, что YouTube работает с перебоями и совсем не работает WhatsApp. Давайте узнаем, будет ли полностью отключен российский интернет от мирового интернета в 2026 году. Будет ли полностью отключен российский интернет от мирового интернета в 2026 году?
Нет, карта дьявол говорит о том, что снова принцип связи. Вот мы недавно выкладывали с вами эту карту, вытягивали. Снова принцип связи. Что-то с чем-то связано, и если переубить мировой интернет от российского интернета, то все, тут будет некий хаос. То есть это невозможно сделать физически. Вернее, это возможно сделать физически, но они просто на это не пойдут. Это им невыгодно. Дьявол – это невыгодное сотрудничество или не сотрудничество. Если полностью отрубить мировой интернет от российского интернета, это невыгодно для России в первую очередь, поэтому нет. Ограничит ли работу Telegram в 2026 году, так как работу WhatsApp ограничили? Очень серьезно. Ограничит ли работу Telegram в 2026 году в России? Двойка кубков, знаете, можно будет зайти в Telegram по каким-то определенным договоренностям. Это вот как мы сейчас заходим в YouTube, как мы сейчас заходим в другие серверы, которые не работают. Через определенные технологические штучки, скажем так, не буду называть какие. И двойка кубков говорит о том, что да, вполне возможно, что работу Telegram могут ограничить в 2026 году. Но в Telegram можно будет зайти точно так же, как мы заходим с вами в WhatsApp, в YouTube и так далее. Что на дне колоды? На дне колоды семерка пентаклей. Для того, чтобы жить в этой стране и нормально существовать, нужно поработать мозгами. Для того, чтобы что-то выросло потом впоследствии. Это к тому, что есть определенные ограничения, вернее, будут определенные ограничения, но есть и меры со стороны обычного народа, которые эти ограничения могут снимать самостоятельно. Я думаю, что намек понят. В конце сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых, супруги и их 5-летняя дочь. Расклад на них есть у меня на канале. А в конце октября, буквально через месяц, пропала туристка, отдыхающая в Турции, со своим сыном, Ирина Киселева. Расклад на Ирину также есть у меня на канале. Будем честны, что люди пропадают очень часто. И так как об Усольцевых и Ирине Киселевой, наверное, не говорили вообще в течение всего года ни о ком. Потому что я знаю, что пропадали другие люди, дети пропадали, но о них так не говорили, как о семье Усольцевых и Ирины Киселевой. Это, согласитесь, немного странно. Вопрос. Специально ли был создан информационный шум на пропаже семьи Усольцевых и Ирины Киселевой, чтобы отвлечь людей от масштабных и глобальных событий, касающихся всей страны? Специально ли был создан информационный шум о пропаже семьи Усольцевых и Ирины Киселевой, чтобы отвлечь людей от масштабных и глобальных событий, касающихся всей страны? Четверка мечей говорит о том, чтобы люди не были готовы к битве. Четверка мечей – это карта полного хаоса, хаоса вокруг себя. Чтобы люди не замечали хаоса вокруг себя, вот молодой мужчина лежит и не замечает хаоса вокруг себя. У него тут бардак в комнате, а он лежит, слушает музыку и убираться не собирается. Но здесь сама четверка мечей в классической колоде Райдер-Уэйта говорит о том, что скоро будет атака, и он отдыхает перед боем. И вот чтобы люди не замечали ближайшей атаки, чтобы они расслабили свои, извините меня за выражение, булочки, и чтобы они не замечали хаоса вокруг себя, творившегося в их собственной стране, они их отвлекают на такой маневр, что пропадают люди. И, конечно, когда пропадают люди, мы как люди эмпатичные, естественно, начинаем сразу сопереживать, искать. И как раз-таки об этом говорит эта карта. Четверка мечей говорит о том, что да, несмотря на то, что она отрицательная карта, но нужно смотреть вглубь карты. И карта говорит, что да, нас отвлекают для того, чтобы мы не были готовы к бою, для того, чтобы мы не замечали хаоса вокруг себя и того, что вокруг нас творится в нашей собственной стране. Давайте еще одну карту вытянем. Понятно, что люди пропали не специально. Именно информационный шум был создан специально ли о пропаже семьи Усольцевых и Ирины Киселевой, чтобы отвлечь людей от более масштабных и глобальных событий, касающихся всей страны. Специально ли? Тройка пентаклей. Тройка пентаклей говорит подстраиваться под определенную ситуацию. Люди пропали, нужно срочно подстроиться под эту ситуацию. Значит, нужно людей отвлечь на это. Если люди пропали, замечательно для государства. Нужно людей подстроить под эту пропажу и отвлечь их на эту пропажу, для того, чтобы они не замечали самого главного, что творится в их стране. Поэтому ответ положительный, друзья мои. Будут ли подобные пропажи с массовым освещением СМИ в России, как Усольцева и как Ирина Киселева, похожие пропажи, в 2026 году? Абсолютно точно да. И здесь очень много детей будет. Очень много детей будет пропадать. И тут конкретно про одного ребенка. Про одного ребенка будет очень много новостей. Очень много детей будет пропадать, друзья мои, в 2026 году. Акцент на детей. Давайте узнаем, что сейчас происходит с семьей Усольцевых и с Ириной Киселевой. Мы узнаем вкратце, друзья мои. Про них у меня есть отдельные расклады. Мы узнаем, потому что меня просили подписчики отдельно на всю семью Усольцевых, отдельно на Ирину Киселеву. Что сейчас происходит с этими людьми? Что сейчас, на данный момент, происходит с семьей Усольцевых? Королева мечей, женщина, живая?
Женщина борется, женщина живая. Я вижу женщину, которая пытается договориться, но я вижу только женщину. Я вижу только Усольцеву, супругу. Больше я никого не вижу. Супруга, которая пытается бороться и пытается с кем-то договориться. Двойка кубков. Королева мечей. Я не вижу ребенка, не вижу собаку, не вижу супруга. Может быть, я не вижу, потому что она одна пытается с кем-то договориться. Потому что королева мечей всегда пытается с кем-то договориться. Она действует. Если вы хотите подробнее, чтобы я узнала на каждого члена семьи, пожалуйста, переходите в мой телеграм-канал, я обязательно сделаю это, потому что здесь мы на этом останавливаться не будем, это все-таки итоги года. Но я вижу здесь женщину живую. Что сейчас происходит с Ириной Киселевой? На момент моего расклада она также была жива. Что сейчас происходит с Ириной Киселевой, пропавшей в Турции? Женщина живая? Женщина живая, Ирина Киселева, которая также вынашивает план. Десятка пентаклей, королева кубков. Женщина живая, женщина вынашивает что-то, вынашивает какой-то план, который, по ее мнению, может не сработать. Но тем не менее, женщина жива. Кстати, была еще пропажа после Ирины Киселевой сразу. Дарье Лучкиной. Расклад у меня есть на канале. Шот-видео, небольшое видео, где я сказала, что Дарья и ее сын живы. И они попытаются вернуться домой, подадут сигнал. И Дарья Лучкина и ее сын вернулись домой. Я очень надеюсь, что и Ирина Киселева, и семья Усольцевых, возможно, не в полном составе, но вернется домой. Я всегда очень надеюсь, что люди останутся живыми, здоровыми, и что все у них закончится в итоге благополучно, друзья мои. Потому что Ирина Киселева живая, и здесь Усольцева тоже живая, но я вижу только ее одну. В конце 2025 года активно заговорили о деле Ларисы Долиной, продавшей свою квартиру некой Полине Лурье и отдавшей все вырученные деньги мошенникам. По итогу и деньги, и квартира вернулись обратно Долиной, а несчастная покупательница осталась без всего. Тут и там в сети начали распространять новости о похожих схемах, где у бабушек покупали квартиру. Они отдавали деньги мошенникам, а в итоге возвращали себе и квартиру назад, и деньги, доказывая, что были в момент продажи под воздействием мошенников. Таким образом, сейчас люди боятся и продавать, и покупать квартиры. Давайте же узнаем, была ли вообще эта сделка. Физически она происходила, что у Ларисы Долиной покупала квартиру Полина Лурье, отдавала ей деньги. Происходило ли это вообще физически? Была ли сделка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье о покупке и продаже квартиры? Именно физически. Пятерка кубков нет. Отрицательная карта. Физически этой сделки не было. Не было вообще покупки и продажи этой квартиры. Это все фикция, это все обман. Карта «Справедливость» говорит о том, что нужно восстановить справедливость. О том, что по кому-то плачет суд. Самый справедливый, самый гуманный суд в мире. Да, друзья мои, сделки не было. Хорошо, является ли данная новость Ларисы Долиной и ее недвижимость подготовкой почвы для введения цифрового рубля, дабы в дальнейшем обезопасить сделки с недвижимостью и совершать их только лишь под надзором государства? Является ли данная новость о Ларисе Долиной и мошенниках подготовкой почвы для введения цифрового рубля? Отшельник. С помощью этой схемы можно выйти на продажу, покупку через цифровой рубль недвижимости, но очень медленно. Как минимум через год. Это не самое первое и не самое главное, для чего вообще эта схема была создана и придумана. Является ли вся схема с Долиной планом, озвученным Клаусом Швабом, дабы у людей не было частной собственности? Они хотят добиться этого, чтобы у людей не было частной собственности? Ну, конечно, рыцарь мечей. Причем атакуют в наглую, очень яростно, чтобы люди боялись, чтобы люди пугались. Да, колесница. Чтобы у людей не было частной собственности. И не только недвижимости, но и машины, квартиры, земли и так далее. Является ли схема с Долиной схемой для того, чтобы показать уязвимость нашей судебной системы? Абсолютно точно, да. О том, что человек из судебной системы ничего не решает. Пятерка пентаклей. Эта уязвимость судебной системы будет исправлена, чтобы люди не боялись совершать сделки с недвижимостью. Будет ли она исправлена? Когда-то, но очень медленно. Рыцарь пентаклей. Рыцарь пентаклей — это самый медленный рыцарь в колоде. Я вам уже сегодня об этом говорила. Да, он идет к своей цели, всегда ее получает то, что нужно, то, что он хочет, но очень медленно. Очень медленно — это года 2-3. В случае с судебной системой, да, действительно, уязвимость будет устранена, но через 2-3 года. А пока вот как-то так, друзья мои.
Пожар в жилом комплексе Ванфук в Гонконге начался 26 ноября 2025 года и был окончательно потушен 28 ноября 2025 года. Пожар охватил 7 из 8 зданий жилого комплекса, где погибли по меньшей мере 160 человек. Интересный факт. Ванфук в переводе с древнего иврита он сатана. Ван – это гвоздь, одно из тайных имен сатаны. Давайте узнаем, подожгли ли ЖК Ванфук в Гонконге специально или это был несчастный случай. Жилой комплекс Ванфук в Гонконге, где погорело 7 из 8 зданий. Этот жилой комплекс подожгли специально или же это был несчастный случай? Всегда, когда мы спрашиваем, кто-то убил, кто-то спалил, кто-то сжег, это кто-то сделал, это рукотворное событие или это природное событие, или это несчастный случай. И когда выходят карты двора, это значит всегда к делу причастен человек. Причем пажи вышли. Пажи – это рабы системы. Это те, кого попросили поджечь, те, кого попросили что-то сделать. Поэтому паж кубков и паж жезлов – это старательные молодые люди, которые, соответственно, совершили поджог. А есть такая теория, что перед началом кровопролитной войны элита поджигает крупные здания для разжигания некого факела. А сама война начнется через 8 лет после разжигания этого факела. Этот факел, состоящий из живых зданий, то есть из строений. Строение подожгли, это является факелом войны, обозначением того, что война будет через 8 лет. Самый, наверное, яркий пример – это поджог Рейхстага 27 февраля 1933 года. И война, начавшаяся через 8 лет, стала, пожалуй, самой разрушительной войной в истории человечества. Правда ли, что поджог Ванфука, ЖК Ванфук в Гонконге, знаменует войну с Китаем через 8 лет? Действительно ли Китай будет с кем-то воевать через 8 лет? Семерка жезлов. Атака, война, нападение, отражение атаки. Скорее отражать атаку. Скорее на Китай нападут. И будет ли в этой войне задействована каким-то образом Россия? Будет ли в этой войне с Китаем через 8 лет каким-либо образом задействована Россия? Она будет наблюдать. Она будет смотреть, она будет наблюдать, помогать тогда, когда нужно. Вполне возможно, нет. Но, тем не менее, здесь Россия участвовать, прямое участие принимать не будет. Друзья, предлагаю вам теперь пройтись по общему прогнозу на 2026 год и узнать развитие событий, которых не было, слава богу, в этом году. Например, будет ли в 2026 году нечто подобное, что уже когда-то было в 2020 году? Я думаю, вы понимаете, о чем, да? Дабы YouTube не заблокировал меня, я не буду говорить эти слова. С таким же размахом и трагическими последствиями, как это было в 2020 году. Карты понимают, о чем я говорю. Будет ли в 2026 году нечто похожее, что уже когда-то было в 2020 году? Будет ли в 2026 что-то похожее? Туз мечей планируют. Туз мечей – это планы. Туз мечей – это не обязательно это будет приведено в действие, но это планы, тем не менее, которые точно есть на 2026 год. Но карта Маг говорит о том, что вполне возможно у них может не получиться. Или туз мечей и карта Маг вместе говорят о том, что это будет в информационном поле постоянно проскакивать. То, что вот здесь это началось, вот там это началось, но на самом деле это будет неправдой, потому что обратите внимание, какая здесь карта Маг. Здесь у нас космонавт и классический зазывало, уличный, шулер, мошенник. Космонавтов, как мы уже выяснили, да, не существует, но в космос никто не летал. Посмотрите, пожалуйста, мой расклад на Юрия Гагарина. И вот здесь карта Маг – это наперсточник, шулер, уличный зазывало. Это человек, который обманывает. И поэтому в информационном поле, а мечи – это всегда информация, которая есть в поле, есть в сообщениях, будет очень много информации о том, что что-то начинается подобное, как было в 2020 году. Но это будет неправда. В 2026 этого не начнется. Это начнется чуть позже. Они планируют, но планируют попозже. Обязательно посмотрите фильм «Обезьяна», снятый по Стивену Кингу. Там говорится про 28 год. Вообще существует 4 всадника апокалипсиса. Это мор или болезнь, война, голод и смерть. Первые 2 мы уже прошли, второй, вернее, проходим до конца. Это война. А вот что насчет голода? Будет ли в 2026 году всемирный голод? Получится ли у них и каким образом, если получится? Получится ли в 2026 году организовать всемирный голод? Нет. Еще одну карту.
Ну вот будет что-то с почвой, будет что-то как раз с погодой, у нас будет какая-то засуха. Туз пентаклей — это какая-то засуха. Они попытаются. Паж жезлов — это карта попытаться. Попытаются, у них ничего не получится, тройка мечей. И туз пентаклей — есть шанс того, что будет что-то не так с погодой. Вот те, у кого есть свои фермы, есть свои огороды, кто как раз-таки кормится от этих огородов и от плодов, плоды будут расти в любом случае, но тем не менее вот будьте аккуратны. Погода будет такая очень засушливая. Летом я имею в виду. Засуха будет. И давайте узнаем общее настроение 26 года. Каким он будет по сравнению с 25 годом? Будет ли он лучше, хуже или примерно такой же, на одной волне? Итак, каким по сравнению с 25 годом будет 26 год? Он будет лучше, он будет хуже, чего бы очень не хотелось, конечно, да? Давайте вот так две карты. Или он будет примерно таким же, как 25-й. 26 год будет лучше. И я с радостью говорю об этом. Двойка кубков, он будет лучше. Он будет более мирным. Давайте так. Вот двойка кубков говорит о том, что 26 год будет более мирным, чем 25-й. Хуже нет. Однозначно нет. Пятерка жезлов примерно на одной волне тоже однозначно нет. Это отрицательные арканы. Вот давайте оставим вот так, вот эту карту, эти уберем. И помолимся, кто как может, кто как хочет, кто как умеет, о том, чтобы 26 год действительно был лучше, чем 25-й. Да будет так, чтобы 26 год был лучше, чем 25-й. Еще раз повторюсь, друзья мои. Сегодня мы с вами с помощью карт Таро вспомнили самые громкие, наверное, новости, которые тревожили нас на протяжении всего года. От судеб первых лиц государства до тайны кометы 3i Atlas, которой на самом деле не существует, а которая является голограммой придуманной. От экономического давления 115-го федерального закона до надежды на мирный договор в войне с Украиной. Если карты Таро и дают нам сегодня урок, то он прост. Самые темные времена требуют самого яркого света внутри нас. Главное, чтобы ярко светило наше сердце. В 2025 году, полном турбулентности, наша главная сила в нашей личной ответственности. Не ждите решений сверху. Учитесь управлять собой и своими финансами. Цените близких и влияйте на свой личный мир. Спасибо, что были со мной в этом году. Переходите в мой телеграм-канал, в котором мы разбираем еще больше тем, которые мы не затронули в сегодняшнем раскладе, но которые не менее важны, чем те, о которых мы говорили сегодня. Помимо этого, в моем телеграм-канале вас ожидает общение со мной и моими подписчиками. И если у вас плохо работает YouTube, в моем телеграм-канале вы можете посмотреть все мои расклады полностью в хорошем качестве. Ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии, чтобы данное видео увидело как можно больше зрителей. А я вас всех очень люблю и услышимся в новом году.